Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я покажу, как в домашних условиях буквально за пару минут приготовить превосходнейшую марципановую массу, которую потом можно использовать для украшения, начинки и для выпечки тортов, пирожных и капкейков. Идеальная марципановая масса у нас получится в домашних условиях буквально за несколько минут. Прекрасного качества, ароматная, сразу все получится. У меня есть фрагмент видео, где я показываю, как я делаю марципан при приготовлении тортов Фрезье, но там это как бы смешано с основным тортом, и поэтому я решила все-таки в такое предновогоднее время здесь, так как много рецептов к зимним праздникам будет у меня сейчас именно с марципаном, я решила все-таки отдельно отснять вам подробнейшее видео. Вот здесь на примере торта Моцарт я показываю, как можно прекрасно и украшать, и наполнять марципаном различные торты и также другие десерты. В процессе видео я вам расскажу, как он хранится, как его правильно приготовить, какого помола должен быть миндаль. Все расскажу вам в этом видео. Итак, чтобы приготовить 500 грамм, то есть полкило марципановой массы готовой, мне понадобится 270 грамм миндаля мелкого помола, то есть по сути практически миндальная мука. Так как у меня нет этой миндальной муки, я беру обычный миндаль среднего помола из супермаркета, просеиваю его через сито, здесь мне понадобилось 400 грамм, чтобы получить 300 грамм мелкого помола миндаля. Из этих 300 грамм я сейчас на весах отвесила 270 грамм мелкого помола миндаля. И оставшиеся 130 грамм уже общего этого грубого достаточно помола миндаля я убираю. Это я буду использовать просто в другой выпечке. Если у вас целые зерна и как правильно их перемолоть, я вам все это расскажу в конце видео. Сейчас просто здесь в процессе рецепта я просто не успеваю это, к сожалению, комментировать. Просеиваю туда 230 грамм сахарной пудры, то есть 270 грамм миндаля, мелкого помола, практически муки миндальной. Можете смело брать миндальную муку, она сейчас продается во всех интернет-магазинах и в кондитерских, и просто в интернете. 230 грамм сахарной пудры. Все перемешала вот до такой легкой массы. Обязательно добавляем туда эссенцию горького миндаля. Без этого запаха марципан уже будет не марципан. Эссенции горького миндаля я добавляю 1 мл. То есть половину вот этой бутылочки. Кто из Германии, у нас это Bittermandelь арома, она продается в каждом магазине в отделе для выпечки. И добавляю туда ложками, чтобы не ошибиться, 35 грамм воды. Именно говорю в граммах, чтобы вам уже померить все это на весах. Просто кипяченой воды туда добавляю 35 грамм. И все это перемешиваю. Перемешивать нужно недолго, просто до объединения и до гладкой массы. Вымешивать долго ничего нельзя, иначе миндаль сейчас выдаст масло, и потом масса этой марципановой начнет очень сильно твердеть. То есть здесь вовремя нужно остановиться. При любой работе с марципановой массой поверхность обязательно нужно слегка припылять сахарной пудрой, не мукой, не кукурузным крахмалом, а именно только сахарной пудрой. Вот так, когда марципан у нас уже собрался в гладкую массу, даем ему полежать примерно полчаса. Это когда вы его только приготовили, свежую массу, и сразу же можно его брать в работу. Я сейчас в процессе видео еще расскажу вам, как его правильно окрасить, чем, каким способом. Вот так он прекрасно уже полчаса полежав у меня просто на столе. Из него прекрасно можно вырубками вырубать любые украшения. Он прекрасно раскатывается. И всегда не забываем припылять поверхность небольшим количеством сахарной пудры. Если у вас марципан теплый и он плохо раскатывается, липкий становится, бывает в летнее время, вам нужно его просто охладить в холодильнике. Марципановая масса, она жирная от миндаля, она прекрасно остывает в холодильнике. Хранить приготовленную марципановую массу можно просто в плотно герметично закрытом контейнере. Минимум месяц, просто при комнатной температуре. Вообще несколько месяцев он хранится, марципан, и ничего с ним не будет. В таком достаточно прохладном, темном месте. Но не в холодильнике его нужно хранить. Просто при прохладной температуре. Раскатывается марципан вот таким образом лучше всего. Между двумя листами пекарской бумаги. Именно пекарской бумаги силиконизированной. Припылив слегка сахарной пудрой, вырубаются из него прекрасные украшения потом. И можно добавлять вот в начинку печенье Моцарт, я здесь показываю, как я это делала. Марципан – это огромная неотъемлемая часть всего мирового кондитерского искусства. У меня уже есть несколько видео на канале с тортами с марципаном, как я их наполняю марципаном, украшаю марципаном. Также вот печенье Моцарт, допустим, с марципановым слоем. Но в последующих видео сейчас к зимним праздникам я хочу также показывать вам, как делать именно тесто с марципаном.
выпечку вообще с марципаном, поэтому я здесь все-таки решила отснять это отдельное видео. Прекрасно он покрывается шоколадом, шоколадной глазурью, прекрасно берется в руки. И если он у вас, еще раз повторяю, если он у вас такой мягкий, охлаждайте его в холодильнике, с ним абсолютно ничего не будет. Окрашивается марципановая масса превосходно пастообразными либо сухими пищевыми красителями, но ни в коем случае не жидкими, потому что малейшее добавление в марципановую массу лишней влаги нарушает ее структуру, она становится более вязкой, липкой, и этого делать нельзя. То есть сразу вмешиваем нужное нам количество красителей, как вот здесь вот я делала, раскатываем также марципан между двумя слоями пекарской бумаги, вырубаем нужный нам диаметр и украшаем этим слоем торт, как вот здесь я делала на примере клубничного французского торта фрезье. То есть прекрасно все это можно делать. И жирорастворимыми красителями, и водорастворимыми красителями марципановая масса прекрасно окрашивается, но только не жидкими, чтобы они очень много влаги вам не принесли в марципановую массу. Теперь очень важная информация по поводу самого миндаля. То есть если у вас нет бланшированного молотого миндаля, как у меня было в начале видео, и у вас просто целые зерна миндаля, они не бланшированные, то есть с кожицей. Вам нужно их бланшировать. Если вы не знаете, как это делать, огромное количество в интернете есть видео, как бланшируется миндаль. Очень просто и быстро обсушить потом эти зерна и в кофемолке мелкими очень порциями перемалывать импульсами в течение 10 секунд, не дольше, и просеивать содержимое уже через сито, когда у вас уже мелкая мука начнет появляться. То есть каждый ваш помол нужно потом просеивать через сито, крупное, что останется у вас в сите, добавлять обратно в кофемолку и дальше просеивать. Уже это трудоемкий процесс, но именно только так. Ни в коем случае миндальную муку не нужно будет перемалывать с сахарной пудрой, как это мы делаем для приготовления ореховой пасты. Здесь это абсолютно не работает. Этого делать просто категорически нельзя для марципана. Нам нужна именно будет миндальная мука, хотя бы такого не совсем мелкого помола, как я вам показала в начале видео. Вот это здесь очень важно. И постоянно просеивать уже через сито нужного нам размера, чтобы мелкая мука нам не мешала уже в кофемолке и не превращала массу уже в такую кремообразную для пасты. Вот это очень важное правило. Сразу отвечая на вопрос в комментариях, миндаль не должен быть обжаренным перед приготовлением марципана. Это я так вкратце, ненаглядно рассказала вам для тех, у кого вообще нет доступа к миндальной муке, как самим его перемолоть. Здесь на примере торта Моцарт я показала, как марципан выглядит и в начинке, и в покрытии торта. Здесь я рассказала вам, в принципе, основную информацию по марципану. И опять же я повторяю, лучше все-таки купить миндальную муку достаточно мелкого помола. Пусть не совсем мелкую, но достаточно мелкую. Сейчас она везде в интернете продается. Другие орехи для приготовления классического марципана абсолютно не подходят. Это чисто миндальный продукт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.